Когда владелец дрона сталкивается с чем-то шокирующим, на горе происходит огромное открытие, которое открывает новую главу в истории. День начался, как и многие другие. Чарльз был частью геодезической группы, нанятой для картографирования отдаленных районов горного хребта для туристической компании, которая хотела расширить свой горный курорт. У застройщиков были амбициозные планы, но им требовались точные карты местности, прежде чем они могли двигаться дальше. Работа Чарльза заключалась в следующем: запустить дрон, получить отснятый материал и обработать его. Но сегодняшняя работа вот-вот должна была превратиться во что-то шокирующее. Чарльз направился по грунтовой дороге в более высокие районы горы. Достигнув гребня, возвышавшегося над обширной заснеженной долиной, Чарльз подготовил свое снаряжение. Его дрон пролетал над вершинами скал и фотографировал каждую деталь пейзажа. Мужчина смотрел видео на своем экране. Было действительно впечатляюще видеть гору во всей ее природной красоте. Чарльз наслаждался этими минутами тишины и панорамными видами. Но в какой-то момент что-то в этом районе показалось ему странным. Когда дрон углубился в долину, Чарльз обратил внимание на странный участок земли. Казалось, он был покрыт чем-то, что пилот не мог различить. Сначала он подумал, что это мусор, возможно, старая походная утварь или останки туриста. Но по мере приближения формы становились все более определенными. Присмотревшись, у Чарльза перехватило дыхание. То, что он увидел, было чем-то жутким. Множество человеческих фигур, разбросанных по поляне, лежащих в разных положениях. Единственное, что пришло ему в голову, что они выглядели как манекены. Но почему они были на горе, и почему их было так много? Разум Чарльза зашевелился. Манекены были в натуральную величину и пугающе реалистичны, но видеть их сложенными в таком отдаленном месте было странно. Некоторые частично были засыпаны землей или снегом, а некоторые сломаны с неестественно вывернутыми конечностями. Видение было загадочным, и Чарльз почувствовал страх. Он почувствовал прилив адреналина, когда его дрон опустился над манекенами, а его камера запечатлела каждую деталь. Он не хотел упустить ни одной детали, потому что знал, что никто не поверит ему в то, что он видит. Он увеличил масштаб, пытаясь разглядеть, есть ли какие-либо закономерности в том, как они были расположены. Но манекены были просто разбросаны там, но их большое количество делало сцену преднамеренной. Чарльз вернул дрон на место, его сердце все еще быстро билось, когда он просматривал отснятый материал, чтобы увидеть, не упустил ли он что-нибудь. Его разум искал объяснений. Это может быть жуткая художественная инсталляция, шутка группы любителей острых ощущений или что-то более мрачное. Но кто смог бы поднять столько манекенов на гору? Это казалось слишком тяжелой и практически невозможной работой, учитывая удаленность этого места. Его интуиция подсказывала ему, что об этом стоит сообщить, но без какого-либо контекста это, вероятно, было бы отклонено как не более чем странное совпадение. Несомненно, застройщики хотели бы сохранить это в секрете и избавиться от них как можно скорее, поскольку они не хотели, чтобы что-либо мешало строительству комплекса. Но Чарльз не мог избавиться от ощущения, что в манекенах было что-то большее, что нужно было раскрыть. В этот момент он принял решение. Он решил сам провести дальнейшее расследование. Он снова запустил дрон, на этот раз решив расширить свой поиск, отправив беспилотник выше, чтобы получить более широкий обзор долины. Манекены были достаточно впечатляющими, но инстинкт Чарльза подсказывал ему, что есть что-то еще. И он был прав. Когда дрон поднялся, над вершинами появилось какое-то строение. Чуть дальше поляны на склоне горы стояло здание в плохом состоянии, но явно защищенное от непогоды. С высоты птичьего полета это выглядело как старая забытая хижина, что было не слишком странно. Хотя могло показаться, что гора была огромным неизведанным местом, Чарльз знал, что это неправда. Странным было то, что крыша хижины была обрушена, окна разбиты,
и не было никаких признаков недавней активности, но дорога, ведущая к ней, была на удивление ухоженной. Чарльз попытался мыслить логически. Не исключено, что сильный снегопад мог нанести ущерб, особенно если здание было старым. Но это, конечно, было странно, учитывая, что манекены тоже были рядом. Чарльз приблизил беспилотник к зданию, но сначала не увидел ничего необычного. Изображение с камеры показывало остатки старого оборудования, ржавые инструменты, изношенные от непогоды ящики и куски металла, которые наводили на мысль, что кто-то жил или работал в хижине давным-давно. Но когда Чарльз заметил дверь хижины, он был удивлен, увидев, что она не вписывается в остальную часть здания. Она была большой, ржавой и частично засыпанной снегом и мусором. Одна мысль пришла в голову Чарльзу. Кто-то использовал это отдаленное место в качестве скрытого склада или мастерской. Манекены и заброшенное здание, безусловно, указывали на что-то в этом роде, но это по-прежнему не давало ответа на вопрос, почему кто-то выбрал такое отдаленное место и для чего ему понадобились манекены. Но ничто не подготовило его к тому, с чем он столкнется дальше. Не в силах оторваться от того, что он видел, Чарльз решил облететь на дроне заднюю часть хижины, надеясь получить более четкое представление об окрестностях и посмотреть, есть ли еще какие-нибудь подсказки о том, что могло произойти на горе. Датчики беспилотника обнаружили металлический отблеск, частично скрытый камнями. Увеличив масштаб, Чарльз понял, что это не просто отражение. Это был вход, замаскированный на склоне горы. Узкая металлическая дверь, почти такая же, как и в хижине, была встроена в скалистую стену, скрытая от невооруженного взгляда. Тот, кто это сделал, очевидно, не хотел, чтобы ее было легко найти. Но почему? Что кто-то пытался скрыть здесь, наверху? У Чарльза учащенно забился пульс, когда он начал задаваться этим вопросом. Любопытство переросло в решимость. Вернув свой дрон, Чарльз собрал свое снаряжение и направился вниз. Его разум был полон вопросов. Что бы это ни было, это казалось опасным, но в то же время открытием всей жизни. Вернувшись на базу, Чарльз еще раз проанализировал снимки с дрона. Каждая деталь, от тревожной груды манекенов до потайного входа, указывала на то, что там скрывается что-то тайное. Вскоре стало ясно, что это было слишком много для него одного, но он все равно не хотел вовлекать никого другого из команды. Он связался с некоторыми пилотами беспилотных летательных аппаратов и бывшими коллегами, чтобы попытаться собрать информацию об этом районе. Никто никогда не слышал о чем-либо необычном в этом регионе, и не было никаких записей о каких-либо правительственных учреждениях или исследовательских станциях. Как будто этого места не существовало ни на одной официальной карте. В течение следующих нескольких дней Чарльз продолжал работу, для которой его отправили в горы, но он не мог избавиться от желания вернуться и исследовать то место. Что-то тянуло его к той потайной двери. Однако все это время, проведенное в одиночестве в горах, дало ему достаточно времени, чтобы подумать и составить план. Он связался с туристической компанией, поделился с ними отснятым материалом с беспилотника, за исключением манекенов, и убедил их исследовать этот район вместе с ним. Сначала они сопротивлялись, больше беспокоясь о сроках реализации проекта, чем о таинственных открытиях, но в конце концов согласились отправить команду на место. Чарльз не мог точно сказать, почему он спрятал от них манекены, но, возможно, это был слишком странный шаг, который отпугнул бы многих людей. Возможно, ответы на вопросы о манекенах были в хижине. Когда несколько дней спустя они достигли горы, Чарльз повел небольшую группу к этому месту. Потайная дверь была такой, какой он ее нашел, скрытой и нетронутой. С некоторым усилием они открыли ее, открыв узкий туннель, спускающийся в гору. Воздух внутри был холодным и спёртым, а проход был облицован бетоном, явно искусственным. Продвигаясь вглубь, они обнаружили то, что выглядело как заброшенное и находящееся в аварийном состоянии подземное сооружение.
Коридоры были забиты старым оборудованием, многие из которых проржавели и пришли в негодность после многих лет простоя и пребывания под землей. По полу были разбросаны выцветшие документы и планы, как будто их бросили в спешке. Команда продолжала продвигаться вглубь помещения, пока не достигла большой комнаты. В центре зала стояла огромная машина, архаичный аппарат, но продвинутого вида, который слабо гудел, как будто он годами бездействовал и ждал, когда его включат. Вокруг машины стояли десятки манекенов, идентичных тем, что Чарльз нашел на поляне, расставленных так, как будто они были частью какого-то давно забытого эксперимента. Теперь, когда они были здесь, на виду у всех, от них невозможно было спрятаться, и остальная часть группы, казалось, была так же удивлена ими, как и Чарльз, когда он впервые увидел их на горе. Когда они осмотрели комнату, стало ясно, что манекены были не просто выброшенными предметами реквизита, а использовались для чего-то, хотя было неясно для чего. Один из членов команды, бывший инженер, предположил, что машина была частью экспериментального проекта десятилетней давности, возможно, связанного с робототехникой или искусственным интеллектом. Учитывая, что ни у кого больше не было никаких логичных идей, остальная часть команды согласилась. Но теперь, когда больше людей, чем Чарльз, знали это место, не было никакого способа сохранить это в секрете. И вскоре Чарльз поделился с ними изображениями манекенов, снятыми с помощью дрона. Оказалось, что инстинкты Чарльза были верны. То, что он увидел со своего беспилотника, привело к великому открытию. Происхождение установки так и не было полностью раскрыто, но открытие попало в заголовки газет. Оказалось, что подземный комплекс был построен во время Холодной войны, как часть секретной исследовательской инициативы, которая бесследно исчезла. Манекены, по-видимому, использовались в качестве подопытных для различных экспериментов, хотя точный характер этих тестов оставался засекреченным или утерянным с течением времени. Некоторые вещи никогда не должны были стать достоянием общественности. Полет дрона Чарльза привел к великому открытию, которое высветило забытую главу в истории. Жуткая груда манекенов стала первым ключом к разгадке тайны, похороненной глубоко в горах. И хотя многие вопросы остались без ответа, загадка была частично раскрыта, чего было достаточно для пилота-беспилотника. Чарльз со своей стороны почувствовал смесь гордости и беспокойства. Дорогие зрители, знаете ли вы какие-нибудь другие истории о тайнах в горах? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.